Нахида прибыла в город Сумеру со странным предметом, наполненным дендро элементом, который она нашла в святилище Сурастранны. Она встретилась с путешественником и Пайман, чтобы поделиться своим открытием. Пока они разговаривали, появился плавающий, летящий гидрогриб и отвел Нахиду к ближайшему мосту, где они столкнулись с еще двумя грибами, один из которых был элементальной формой жизни. Эта форма жизни показала, что она принадлежала к древней расе, которая жила в мире, пока не наступил апокалипсис. Нахида связалась с аронарами и детьми, чтобы они помогли ей в ее задаче, и узнала, что эти странные грибы ищут помощи, чтобы восстановить свою родину. Нахида и путешественник решили помочь грибу найти ее сородича и направились к зоне увядания, где гриб показал, что именно там ее сородич встретил свой конец. Благодаря помощи Аронар, Нахида и путешественник находят и оживляют другого гриба, и узнали, что их домом был дендродракон Апеп. Они поняли, что если об Апепе не позаботиться, он высвободит свою энергию и в процессе уничтожит Сумеру. Нахида позвала своих помощников, чтобы найти больше странных грибов, и ушла, чтобы помочь Апепу. Нахида и путешественник отправились глубоко под землю, чтобы найти странные грибы. Нахида считала, что запретное знание не проявится в форме увядания, а проявилось в другой форме из-за эффектов божественного гвоздя. Они обнаружили покрытый черной грязью геогриб и попытались очистить его с помощью адъюванта светоносного камня, но безуспешно. Нахида использовала свои силы, чтобы попытаться очистить гриб, но путешественник остановил ее, так как это могло навредить ей. Они использовали странный кристалл для очистки от черной грязи, который оказался семем огня, необходимым для спасения Апепа. Геогриб посоветовал им больше не использовать его, поскольку он был нестабилен, но его можно было использовать для отслеживания Апепа. Гидрогриб поглотил энергию своего сородича, чтобы вернуть его домой к Апепу. Группа прибыла в пустыню Хадрамавет и столкнулась с Апепом, который сначала отказался с ними сотрудничать. Внезапно появились странные формы жизни, и Нахида использовала огненное семя, чтобы исцелить их, несмотря на то, что геогриб предупредил ее не делать этого. Затем они прибыли к убежищу Апепа, где Нахида попыталась использовать огненное семя, чтобы исцелить сердце Оазиса, но потерпела неудачу, поскольку оно разбилось. Затем она решила использовать свои силы, но гидрогрибы пожертвовали собой вместо нее. Очистившись, Апеп признал, что его ярость была усилена порчей, но и теперь сохранял враждебную позицию по отношению к Нахиде. Нахида узнала об истории Апепа и о том, как он был испорчен запретным знанием. Апеп поделился историей о том, как король драконов Нибелунг втянул их в войну, которая чуть не уничтожила Тейват. Король драконов Нибелунг каким-то образом заполучил силу бездны, так как считал, что только она может противостоять изначальному. Скорее всего, король драконов Нибелунг и является грешником в кристалле из предыдущего задания с Дайнслейфом. Несмотря на окончание войны, Апеп продолжал сопротивляться и приобретал запретные знания, пока его не остановил гигантский гвоздь, прилетевший с неба. Из рассказа Апепа стало ясно, что Дешрет получил знания от Набу Маликаты и заключил соглашение с Апепом. Апеп позволил ему построить свое королевство в обмен на то, что он поделится своими знаниями после смерти. Однако в конечном итоге Апеп поглотил Дешрета и получил от него апокалипсис, оставив его с болью и сожалением. Кстати, это отвечает на вопрос, почему после смерти Дешрета не осталось ни следа. Тем временем Пайман и Нахида проверили семью гидрогрибов и сообщили им, что их сородич не вернется в течение некоторого времени. Нахида назвала один из грибов своим именем – Нур, понимая, что стихийные грибы оставили на Нуре следы себя, и они еще встретятся.